попрощаться с теми, с кем вы бы хотели попрощаться. С кем я могу попрощаться? Я же тут один. Конечно, да. Ложитесь на стол, агент Лолошка. Как там было? Чтобы исправить ошибки, ты должен принять решение, которое уже принимал. Мой плащ разорван, распущен на нити. Нам очень четко дали понять, что вся моя история и даже отвязка от времени одна большая, заранее предрешенная судьба. Но, кажется, судьбу можно немного подвинуть. Мы это как минимум заметили в 60-й серии, когда не убили Вальдхара. Появилась ветка, где, по всей видимости, Лолошка впервые убил нашего лысого друга. А еще напомню, Лая настолько долго находится во времени, что начала стареть. Давайте разбираться. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы обалдели. Да, куча смотрящих, Тадмавриэль, который говорит, что на самом деле я хуже, чем он. Слова, чтобы исправить ошибки, должен пожертвовать всем, а самое интересное, отвязка. Да, нам очень много раз говорили, отвязка это что-то типа медицинского вмешательства, но нам никогда не показывали, что будет, если отвязанный будет буквально месяцами находиться во времени и только времени. Не показывали, кроме Лаи. Сначала Вальдхар заметил у нее морщинку, а потом и она в тотальном шоке подтвердила: я старею. Теперь мне очень интересно узнать, что это за медицина такая и как работает Синклит. Вообще, предыдущая серия богата на события, там даже Тадмавриэль успел более подробно рассказать про работу скинта, антискинта, времени, антивремени. И сейчас я понимаю, что да, отвязка точно не за горами. Давай-ка, наверное, перед этим потренируемся. Сколько у меня? 30 тысяч опыта. Ну, нормально. Напомню, для Лолошки, да и для меня в целом тоже, фразы смотрящего остаются ключевыми и значимыми. Поэтому, если даже смотрящий намекает на отвязку, кто я такой, чтобы спорить? О, Лолошка, доброго времени суток, здравствуйте. Луиза? А что вы здесь... А что такое, вы удивлены? Пора, Лолошка. Да. Признаться честно, я думала, что к моему появлению вы уже будете полностью собраны. Да, я просто не ожидал, что вы появитесь так внезапно и... Ну так если вы готовы, то в чем же внезапность, Лолошка? А, ты уже даже не скрываешь, что знаешь. Хватит пустой болтовни, Луиза. То, что вам известно будущее, не дает вам права глумиться надо мной. Эй, Луиза, а члены совета директоров всегда приходят на отвязку рядовых штурмовиков? Я просто только что проснулся. Обычно вы приходите, когда я уже давно бодрый. Наверное, вот это подойдет. А члены совета директоров всегда приходят на отвязку? Оу... Да, согласна. Это действительно нестандартная практика для неотвязанных, но стандартная для нас. У совета директоров, Лолошка, как правило, нет задач, привязанных к километрам. А это значит, у нас есть вся бесконечность времени абсолютно на любые задачи. Я понял, ладно. Так и... А что теперь будет? А что вы имеете в виду? Ну, я имею в виду, что со мной-то теперь будет? Как проходит отвязка? Да, конечно. Лолошка, как правило, процедура временной дематериализации проводится в стерильных условиях. Хотя риск инфекции практически нулевой, всегда есть, знаете ли, вероятность, что временная дематериализация заденет вредоносные бактерии или вирусы. И тогда весь Синклит накроет постоянный кашель или еще хуже, диарея. Поэтому для проведения операции выбирается или создается стерильная среда. Да. Ваш медицинский модуль идеально подходит. Мой? И что в итоге? Вот так все просто? Мы пойдем в мой модуль, и вы отвяжете меня? Серьезно? Нет, Лолошка, не спешите. Я, конечно, исполнительный директор, но операции по дематериализации не исполняю. Я пришла просто поболтать и предупредить. Все вещи, которые вы собираетесь взять в Синклит, необходимо будет зарегистрировать в отделе контроля. Начнем. На территорию Синклита запрещено проносить с собой легковоспламеняющиеся, отравляющие и токсичные вещества, предметы и жидкости,
оружием, а также инструменты, которые могут быть использованы в качестве оружия. Все колющие и режущие предметы, фейерверки, газовые баллоны можно проносить только после специального разрешения, подписанного отделом безопасности, отделом контроля работы сотрудников, отделом учета, а также непосредственным супервайзером. Обалдеть. Ой, не волнуйтесь, Лолошка. Вам это и так все расскажет и напомнит ваш супервайзер. Но я не удержалась сама. Мне так нравятся эти строгие, серьезные формулировки. Правда, Лолошка. Надеюсь, вы помните, работа в организации — это не какая-то шутка или приключение. Это сложная рутина, над которой трудится бесконечное число существ. Да, конечно, я помню Каждый это. мой приход к вам, каждое ваше задание — результат многих существ-километров. Об этом очень легко забыть, Лолошка, когда видишь только последствия работы, но не видишь процесса. Луиза, зачем вы мне об этом говорите? Вы же в прошлый раз говорили примерно то же самое. Оу, правда? Знаете ли, я уже и не помню этого. Для меня прошло достаточно километров. Я просто очень горжусь нашими сотрудниками и их трудом. Очень часто у новичков, которые сталкиваются с нашей машиной, складывается впечатление, что мы какая-то магическая сущность. И хотя магия нам не чужда, мы регулярно ею пользуемся. В конце концов, Лолошка, все упирается в... Простите за тавтологию, упорный труд. И вам, Лолошка, нужно это понимать, поскольку совсем поздно вы станете частью этой машины. Скоро. Не поздно, вы имели в виду скоро. Именно. Рада, что вы тоже это подтверждаете. Чего? Луиза, но я не пытался ничего подтверждать. Ну, конечно. Ладно, у вас есть моменты до прихода наших специалистов. Я советую вам собрать вещи и попрощаться с теми, с кем вы бы хотели попрощаться. Так, с кем я могу попрощаться? Я же тут один. Конечно, да. Я имела в виду ваших питомцев. Не знаю, как вам удалось их тут обрести, но выяснение этого – задача для исследовательского отдела. Свою же задачу я выполнила. До очень скорой встречи. До скорой... Черт. Похоже, сотрудники отвязки заявятся сюда совсем скоро. Но я успею повидаться или с Лаей и Стеллой, или с Вальдом и Тадмавриэлем. Реально выбрать еще. Блин, вы поняли, да? Вы поняли? Она только что чуть не спалилась, что знает про Вальда. Увидеться с Лаей и Стеллой, увидеться с Вальдхаром и Тадмавриэлем. Остаться и просто собрать вещи. Наверное, Вальдхар? Да. Я хочу помириться с Вальдом до того, как пройду эту процедуру. Все-таки не факт, что Стелла не соврала, и я точно выживу. Ну не, я не думаю, что Стелла соврала. Она как будто это просто не умеет. Реверта. Отлично. Вот бы удалось поговорить с Вальдхаром без встреч с Тадмавриэлем. Ты уже четвертый раз за сегодня хочешь переодеться, это же бред какой-то. Ты чё тут делаешь, а? Вальд, привет, я... Вальд, я... Давай вываливай. Да ты офигел, что ли, блин, можно как-то, не знаю, там, поспокойнее. Извиниться, рассказать про отвязку, послать Вальда. Ну, наверное, сначала извиниться, чё уж там. Эй, Вальд, я пришел извиниться. Чё? Ну, валяй. Давай так, Да, я не знаю, как это все устроено, все эти ветки, разные лолошки, но я точно знаю, что виноват перед тобой. Ты был прав. Правда было короткое мгновение, когда я задумался о том, что будет, если я убью тебя. Чё, прям вот так? Но и я клянусь тебе, это была просто мысль. Я должен был сразу тебе это рассказать. Прошу тебя, Вальд, это, возможно, наш последний шанс помириться. Последний? Почему это? Вальд, когда я вернусь в свой бункер, меня ждет отвязка. И я не могу быть уверен, что я ее переживу. Чё? И ты ко мне пришел? Конечно, я ведь не мог позволить себе принять такое решение, не помирившись с тобой. Ой, кажется, мы сделали хороший выбор. Ай, ладно. О, блин. О, Вальд, прости. Знаешь, спасибо, что не прикончил меня в итоге, братан. И
что пришел. Но сейчас на самом деле тебе бы убираться отсюда. Вряд ли ты хочешь провести свои последние часы, болтая с Тадмавриэлем. Эй, ну где ты там? Да, иду! Давай, иди отсюда. Ты что? Подожди, он взял... Реально? Это все его одежда? Он реально это примеряет? О, господи! О, господи! Так, а что, я в итоге сделал хороший выбор, да? Да, мы помирились. Фу, как же я рад. Правильно сделал, что пошел именно сюда. Да, это правда. Если бы я пошел к Лае или к Стелле, наверное, это не то чтобы хороший выбор. Так. А, я не могу в итоге открыть. Понял. Получается, все, что мне остается, это написать Риверта? Черт. Ладно, теперь надо постараться собрать все вещи, что могут пригодиться в Синклите. Кто знает, когда я смогу вернуться сюда и... смогу ли? Да, блин, это... О, какая странная тема! То есть я реально должен вещи собрать! У меня такая каша в голове, я просто вот прям реально не знаю, с чего начать. Что мне нужно? Так, получается, револьверы и всякая вот эта вот острая фигня не разрешена, я понял. Здесь мне явно ничего не нужно, да и взять как-то не особо... Ой, я что-то я случайно нажал. Неутомимый добытчик. Добыча блоков расходует на 20% меньше запаса сил. Я случайно, и правда случайно нажал, но... Ладно, прокачались. Давай сразу вот здесь проверим. Какие-то, может быть, мысли. Синклит. Для измерения используются километры. Да, про Синклит... Ой, где он? Про Синклит мы вообще ничего не знаем. То есть этот поезд для нас... какая-то непонятная штука. Процессы мы уже читали, структуру мы уже читали, про Тадмавриэля в целом все, что надо было, тоже прочитали. Получается, все, что мне остается, это дождаться, пока ко мне кто-то придет, да? Эх, гусыня. А, что? Что? Ты чего? Я же недавно тебя кормил. Гусыня недовольна. А, ты поняла, что я скоро уйду, да? Не переживай. С этой веткой ничего не случится, пока здесь Тадмавриэль. Я обязательно заберу тебя с собой в Синклит, обещаю. А вот насчет Слайми, кстати, не уверен. Надо хотя бы попрощаться, наверное. Погоди, то есть ты все понимаешь? Ты понимаешь речь? Конечно, и уснула. Просто узнала, что я ее заберу, и все. И спать. Я как бы замечал, что Гусыня иногда понимает, что говорит Лолошка или кто-то другой. Но вот это было прям супер явно. Супер-мега явно. Пойдем проверим, как там Слайми. Эй! Слайми. Очень ты меня выручил один раз, конечно. Или это не ты был, а предыдущий. В общем, я буду очень скучать по твоему смешному шлепающему звуку. Но мы еще увидимся, правда? Когда я Гусыню буду забирать. Мы даже со Слайми попрощались. Вот, я вам еду немножко добавлю, вот, возьмите. Ну все, максимум, что мне остается, это взять скафандр и... Вы уже здесь? Да? Что? Я что-то не так... Да, я проверил временные координаты. Вроде все верно. Вот, блин. Мы слишком вовремя пришли, агент Лолошка. Да нет, нормально, вовремя. Да, отлично тогда. Мы с коллегами пришли проводить процедуру временной дематериализации. Затянули вы с этим, конечно, агент Лолошка. Ну да, не хотел привлекать к себе слишком много внимания. Не уверен, что тактика сработала. Это мой коллега Свен. Здравствуйте. А это мой коллега Керкус. О, Керкус. А мы, кажется, уже знакомы. Что? Мы ни разу не встречались, агент. Олли, эти штурмовики что, все расисты, а? Лолошка, давайте проводите нас, пожалуйста, в свой медицинский отсек. Реально? Блин. Погоди, ну ты же реально похож на тот пень. Керкус, мы виделись? Или вы все похожи? О, кстати. Вот у него серенькая, значок дематериализации. А у тебя, кстати, где? Да боже мой! Во-во-во, вижу, но не вижу. Походу у него где-то под кепкой. Так, ладно, ну, пройдемте. Блин, это так странно. Так. Привет. Выверните, пожалуйста, все карманы. Что? Зачем? Я должен записать и зарегистрировать содержимое ваших карманов. Все, что вы собираетесь пронести в Синклит. Кроме того, изъять все запрещенные к проносу материалы, предметы и жидкости. Такие как... Нет, стой. Луиза меня уже просветила. Да? Луиза? Мадам де Сталь? Ну да, она.
Хорошо, ладно. Изъятые предметы, если таковые будут, вы сможете вернуть себе после получения специального разрешения. Да, это она мне тоже рассказала. Олли! Да он не только расист, еще и хамло перебивающее. Блин, успешно я втираюсь в доверие к другим сотрудникам, ага. Прошу прощения, Керкус, я не хотел показаться невежливым. Да? Да нет, ничего. Так, ладно, и что мне? Надо все выкинуть, реально? То есть вот прям вот так все выкидывать? Ну реально все выкидывается прям с потрохами. Ну вот как-то так, что дальше? Скажите, это все? Да, это все. Так, все вещи, прошедшие проверку, вернут вам уже в Синклите. Ну, поздравляю. Получается, можем начинать. Ложитесь на стол, агент Лолошка. Что? В плане, как это, уже? Уже. А куда ж тянуть-то? Реально, блин, это так все неожиданно, в смысле? Ребят, подождите. А что, если у меня появились переживания? Вы даже не проинструктируете меня перед процедурой? Успокойтесь, от вас ничего не потребуется, агент. Мы все сделаем сами. Давайте закончим с этим, пока не нашелся еще какой-нибудь умалишенный техник. Что? Вы... Подождите, вы знаете Пита? Да? А ты откуда о нем знаешь? Как быстро мы перешли на «ты». Пит пару раз наведывался ко мне в бункер, в основном по работе. Да все, нет больше твоего Пита. Такие диверсии организация не прощает. Что? В плане, как это нет? Очень просто. Тело осталось, конечно, где-то в подвалах, но от души вряд ли что-то сохранилось. Но это... Черт, это моя вина. Это все моя вина. Так, ребят, взяли его. Это моя вина. Это из-за меня. Да, все, успокойся, ложись. Да, шоковое состояние оно такое. И в итоге, как эта отвязка будет выглядеть? Да ладно, анимация. Ты, главное, успокойся. Я... Что? Это прям вот так делается? Ух ты ж, ё-моё. Обалдеть. И где это я? Встать. О, где? Боже мой. О, тихо. Пришел таки в себя, да? Жизненные показатели пока что не стабилизировались. Агент Лолошка, как вы? Я... О, блин. Ночь?
Блин, сколько времени прошло, это пипец. Так, ладно. Давай, мироходец, приходи в себя. Температура чуть поднялась, но все еще ниже нормы. Да. Так, а ну-ка. Реакция на питательную капельницу положительная. Ну давай, парень. Если ты не придешь в себя, я буду горевать где-то вместе с Питом. Черт. Не подводи, а? Трэш. Что это, недели? Месяцы? Где? Что? Кто я? Ничего не понимаю. Черт. Очнулся! Эй, Ого. он очнулся! А ты кто? О, хвала Синклиту. Очнулся. Ложка, вернитесь в кровать. Вам не стоит находиться в вертикальном положении. Сейчас ночь. Можно и так сказать. Помогает отвязанным приходить в себя. Давай ложитесь в кровать, говорю. Я вколю вам снотворное. Следующее пробуждение должно даться вам уже легче. Помогает отвязанным. Я не тусовщик. У меня голова раскалывается. Да, представляю. О, опять дневной свет. Встать. О. Живой? Очки. Взять. Я не могу поверить. Боже мой! Кто я? Это просто трэш. Так, ладно. Здравствуйте. Где я? Надо разбудить, наверное. Все равно двери мне самому не открыть. Простите. Ой. Так. Ты как себя чувствуешь? Я лучше. Ага. Отеков нет? Глаза нормальные. Посмотри наверх, пожалуйста. Теперь на меня. Да, зрачки на свет реагируют хорошо. Сейчас. Что ты? Температура и сердцебиение в норме. Поздравляю, агент! Вы прошли процедуру отвязки. То есть, временной дематериализации. Да, точно. Обычно приветственную речь произносит кто-то из наших врачей, но поскольку мы не знали, через сколько метров вы придете в себя, меня оставили одну. Хорошо. Мне что-то полагается? Вот, возьмите. Это витаминно-глюкозный раствор. Поможет избавиться от слабости. Да, хорошо. Стакан с розовой жидкостью. Ладно. Спасибо. Угу. Эх, отвязка. Это, конечно, тяжелое мероприятие для организма. Но ничего, самое страшное уже позади. Эй! О, ложка! О, Малецкий! О, да. Малецкий! Черт! Поверить не могу! Кацпер! Но как ты узнал, что я пришел в себя? Реально? Это твой первый вопрос? Агент Лололошка, вероятно, все еще сильно дезориентирован. Ну да, понял. Блин, Лолошка, ты несколько километров провалялся в полубессознательном состоянии. Медсестра мне написала, что ты пришел в сознание, и я прям с задания сюда. Малецкий, не стоило. Не стоило? Ты что такое несешь? Надеюсь, ты без вечеринок. У меня, правда, очень кружится голова. Вечеринка закончилась километров 5 назад. Зато я подготовил тебе твое место в общаге. Тебе понравится. Скажите, я забирать могу? Да, конечно. Только пусть сразу же ложится спать снова. И, пожалуйста, настройте его планшет на регулярные уведомления о состоянии доктору Свену. Да, сделал уже. Ну давай, пойдем. Пойдем, только я не знаю куда. Где я, что? Я тебе сейчас такое покажу, блин. Лолушка, и ты У меня прям реально офигеешь. хреново.
Эй, ты что-то побледнел. Как себя чувствуешь? Очень устал, Малецкий. Не понял. Вот, верхняя. Ты не представляешь, как мне пришлось постараться, чтобы выбить ее тебе. А как я там все обустроил, ты вообще сейчас обалдеешь. Там? Где? Давай, залезай. Что? На кровать залезть? Это как? Что? Не понял. Это если что я сделал. Круто, да? Но подожди, Малецкий, я не понял. В общаге каждая кровать это небольшое карманное измерение, Ло. Только ты учти, приватности тут никакой нет. Кто угодно может к тебе попасть, случайно или специально. Стучать никто не будет. Поэтому верхние полки это вообще круто. Никто на голову тебе неожиданно не свалится. Очень... круто, Кацпер. Только что-то мне нехорошо. Да-да-да, конечно. Ты отдыхай, отдыхай. Через пару километров еще загляну к тебе. Давай. Реально? А как это происходит? Это просто жесть! Это невероятно, как это прикольно! У меня нет вещей! У меня, блин, челка белая! Обалдеть, просто обалдеть! Так, где я? Что? Я так медленно передвигаюсь, это пипец! Ничего себе Малецкий мне сделал! Чтобы было все похоже так, как там! Только, кстати, терминал не работает. Вопросик вместо искры. 0 чего-то там. Это очень похоже на какой-то значок времени. Ой, я могу сюда зайти. Да, тут немножко поменялась комната. Она чуть-чуть по-другому выглядит. Так, и мне, походу, надо лечь спать. Но подожди. Давай через «не могу», ложка, прям через «не могу». Посмотрим, что еще здесь есть. То есть, мне это все Малецкий обустроил. Прям как у меня, Малецкий! Блин, ну он прям друг. Он мне такой сюрприз устроил, вы посмотрите на это. Разная форма штурмовиков, я понял. То есть можно, получается, каждый раз выбирать другую. Так, здесь... Ой, ё-моё! Зарядка скафандра. Бесполезная штука для меня, получается. Теперь, кстати, блин, я же реально отвязан. Получается, мне теперь вообще пофигу. Если я попробую пройти чуть дальше... О, да, складской модуль. Ну, Малецкий, ну спасибо тебе. Погоди, а если я пойду сюда, ну-ка? Нет, секретного модуля не будет, но капец! То есть он, получается, реально по памяти воссоздал целый бункер. Двери не открываются. Да, понятно, что обшивка явно не та. Это явно бункер-декорация, можно так сказать. Но как же он постарался. Это тоже не открывается, понятно. Я не знаю, заметили вы или нет, но у меня не работает геномное ускорение. То есть обычно, когда на мне нет брони, я очень быстро передвигаюсь. А сейчас я передвигаюсь прям с обычной скоростью. Неужели это связано с тем, что у меня больше нет прокачек? Погоди, а если сюда? Здесь прокачки есть, 90 уровень, да. Но получается, медицинского модуля нет и... Геномы! Я не могу их даже посмотреть. Ладно, я думаю, еще разберемся с этим. И походу мне действительно все-таки остается только лечь спать. Но на этом я также, наверное, буду заканчивать. Пипец, белая челка, это так необычно! Кем ты стала, ложка? Что я могу? Как я могу? Что мне нужно делать? Какие ошибки я должен исправить? Смотрящий, ты знал, что я отвяжусь. Причем, по всей видимости, снова отвяжусь. Но как? Или под выбором, который я уже совершал, он имел в виду что-то другое? Все это мы будем узнавать уже в следующих сериях. А пока что, ребята, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться. Это вау. Все, что я могу сказать, 10 из 10. Спасибо большое за просмотр данного сезона. Не то, что даже серии, да. Надеюсь, вы не забудете поддержать меня и команду. Все, что нужно, это поставить лайк, подписаться. Комментарий можно оставить, что вы думаете. А если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Ложка и отвязанная челка. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.